Всем привет-привет, дорогие друзья мои подписчики и гости моего канала. После появления демона в игре игроки поделились на два фронта, где первые это те, у кого он есть, а вторые те, у кого пригорает от его способностей. И чтобы понять, как же его контрить, надо разобраться, что это вообще за фрукт. Демон — танкующий юнит со средним уроном и ничем не примечателен, разве что занимает много места в армии и имеет самую сильную атаку по стрелкам. Обычно к нему в пати берут лечение, так как одноразовый демон не прикольно, что значит остается совсем мало места для стрелков. Этим мы и воспользуемся. И казалось бы, вот оно, ответ лежит на поверхности, нужно просто играть без стрелков и брать в колоду побольше летающих юнитов. И вы будете правы, если так подумали, но брать кого попало тоже не дело. Вы же не можете предсказать наперед, кто вам попадется из противников, будут ли у них демоны или нет. Рассчитывать на одних лишь только бесов не приходится, так как многие игроки играют пиромантами, делая бесов бесполезными. Основа нашей колоды будет артиллерист, но играть тупо ими самоубийство. Без прикрытия они мало чем вам помогут. Лучший вариант прикрытия для артиллериста это самолетики. Самолетики и артиллерист комплект, иначе будет сложно. 3-4 штуки самолетиков в армии будет вполне достаточно, чтобы защитить шарики от бесов и других летающих юнитов. Если у вас нет самолетика, берите горгулью, а еще лучше и то и другое, тогда у вас получится full комплект с летающими юнитами. Горгульи выступают в роли воздушного танка и принимают на себя весь основной урон. Игнорировать их стрелками не получится, так как дальность атаки у них маленькая и они подлетают почти вплотную, открывая вам дополнительный обзор для применения магии, к тому же высокий урон. Единственный минус горгулей в том, что их никак нельзя вылечить, и они являются одноразовыми юнитами, но это и не проблема вовсе. Что там у нас по заклинаниям? Все просто. Берите два атакующих заклинания против стрелков, чтобы выносить тех, кто может контролить воздушное войско сразу. Об остальном наземном позаботятся гоблины на летающих шариках. Итак, земля контрится, воздух тоже и лучники тоже. Отлично. Башня и танк за золото по дефолту, а в свободный слот любой юнит по вкусу. Пару слов про горгулью. Тут для защиты шариков вам хватит 2-3 горгульи в начале, но потом можно постепенно перейти на фулл войско и огромной армии горгулей. Все дело в том, что их очень сложно контрить, и по своим показателям горгулья ничем не хуже легендарных карточек. Давайте сравним с тем же самым берсерком. Итак, открываем информацию берсерка, смотрим. Численность 10, стоимость почти 300 общая. Атака у нас 50 по земле, скорость атаки 0.8, максимальная дистанция и так далее, так далее, так далее. Еще он увеличивает свой урон. Казалось бы, да, мощный такой сильный легендарный юнит. Но если мы будем сравнивать с горгульей, даже здесь видно, что 600 здоровья, запоминайте. Сравниваем с горгульей, у горгульи тоже численность 10, по стоимости она немножечко дороже, буквально на 50 золота. Все остальное у нее показатели в разы выше. Здоровье у нее больше на 30%, урона у нее больше почти наполовину, 84 и 50, есть большая разница. К тому же она еще и является летающим юнитом. Поэтому горгулью можно смело считать как за легендарку, скорее всего, потому что горгулья это горгулья. Хотя она здесь считается вроде как редкая, она фиолетовая, ее очень легко выбить, найти и прокачать. Но в любом случае это очень мощный юнит, и его надо, если его у вас нету, то его надо находить, как-то покупать в магазине, может быть, да, если вы встретите в лавке, зайдете в магазин, увидите здесь горгулью, обязательно покупайте, будет она стоить 10 тысяч, 2 карточки, да. В любом случае горгулья четко. Ладно, поехали, посмотрим, что-то я уже опять затянул. Посмотрим, как эта колода покажет себя в реальных условиях против. Кстати, насчет кооператива я могу сказать вам следующее. Вот сейчас у нас доступно режим 3 на 3, да, но 3 на 3 это, знаете, это такой режим, где от вас зависит всего лишь 33%. Все остальное зависит от ваших тиммейтов. Какую бы вы колоду ни взяли, если ваши тиммейты раки, то, скорее всего, вы проиграете. Поэтому лучший способ побеждать, выигрывать и получать кубки, это набирать в команду себе игроков, которые уже себя проявили, показали, с которыми вы уже играли и побеждали. Потому что играть со случайными союзниками, ну, попадется вам какой-нибудь, там, я не знаю, нубасик попадется, который при виде скелетов начинает трястись и не понимает, что делает, да, потому что он не понимает, что в игре существуют невидимки и против них очень хорошо заходит сова. Сразу начинается матч, очень быстро все началось, отлично. Так, ну чё, погнали. Так, ну развитие у нас немного меняется, в режиме 3 на 3 мы чуть-чуть сдвигаем наше построение пушки. То есть вначале мы идем быстрое в развитие, самое быстрое развитие, которое только можно придумать. Только потом мы делаем пушки и так далее. Так, потихонечку, сделаем немного больше.
Покупаю сразу много рабочих, сразу буду покупать шахты для добычи газа, а потом сразу побегу ставить базу. Потому что вначале здесь навряд ли кто-то побежит меня атаковать или рашить как-то, да? Поэтому можно немного повременить с установкой пушек. Но это только режима 3 на 3 касается. В режиме 1 на 1 или 2 на 2 уже лучше сразу делать пушки. Да и в 3 на 3 тоже надо делать пушки, но просто видите, я здесь по центру нахожусь, поэтому мне не критично. Первый, кого будут атаковать, либо его, либо его. Вот им стоит делать пушки в начале, мне же нет. Мне надо быстро развиваться, чтобы побеждать, да? Копим золото, пока никого никуда не трачу. Так, давай, выходит юнит, все. Еще чуть-чуть, ставлю базу. Теперь можно уже и пушки, и сову, и все остальное, и базы, и бараки покупать, все что угодно, да? Главное первую базу установить. Чем быстрее мы собираем ресурсы, тем больше мы их будем получать, тем быстрее мы соберем армию, и это нам поможет. Потому что если мы будем играть в макро-стиле, ну как бы одной базы нам просто не хватит в таком режиме. В таком режиме нам не хватит. Так, потихонечку сразу базу. Базу я ставлю возле своей главной базы. Специально, чтобы под пушку, да, чтобы если какой-нибудь скелет ко мне подбежал, и мы этих скелетов увидели. Так, сову закидываю сразу сюда. Делаю сразу вторую сову, я делаю по 2 совы, сразу ставлю их в те места, куда потенциально противник может пойти и поставить свою базу. Как только он начнет ставить базу, это будет сигналом для атаки. Так, осталось совсем чуть-чуть. Давайте еще одну пушку. Нет, ну вторую навряд ли я пока буду ставить. Пока что одна пушка, 2 барака, это идеально на данный момент. Первое, что я покупаю, это артиллеристы. Ими можно вначале отвлечь. Если мои союзники играли бы в раш, я бы отвлекал противника с одной стороны, например, закинул бы их сюда, а мои союзники бы атаковали здесь, да, пока противники собрали бы все свое войско здесь, мои бы союзники бы здесь вот все бы вынесли. Так, ладно, что-то я отвлекаюсь, поехали. Так, делаем, нельзя тупить. Сразу пушку, вот заднюю линию. Прикол этой локации в чем? В том, что вот сюда навряд ли кто-то полетит атаковать. В первую очередь полетят, скорее всего, сюда, да, если захотят убить моих рабочих. Поэтому первую базу немножечко игнорим по защите, а вот вторую базу развиваем по максимуму. Ну, не то чтобы по максимуму, но 2 пушки надо сюда поставить как минимум, потому что могут прилететь либо бесы, либо еще что-нибудь такое некрасивое. Так, тавернубы. Так, что-то я заболтался, надо не отвлекаться. Поехали. Так, у меня есть немножечко здесь. Что у нас здесь? Угу. Потихоньку сразу 2-3 самолетика вначале надо сделать, потому что обычно играют бесами. Вначале есть великий шанс, огромный шанс, что прилетят к нам бесы, да? Так. Ждем. Давайте еще купим еще 2 барака, я думаю, для ускорения, потому что у нас вот здесь уже все хорошо. Мы здесь уже собрали достаточно. Так, сколько? 4 плюс 1, 5 надо, да? Все, общее 5. Так, по рабочим все четко, базы я отстроил, теперь можно спокойненько так атаковать. Добавим еще 1 самолетик и сделаем побольше артиллерии. Теперь надо, чтобы нам осталось место для наших горгулей. Возьмем 2 горгули, я думаю, 2 горгули нам хватит. Так, смотрим здесь, пока что здесь все спокойно. Опа, бежит. Это уже сигнал для атаки. Пожалуйста. Все, запалили. Идет строиться, будем ему пороть. Так, 2-я, 3-я. Все, я думаю, этого достаточно. Сразу в отряд кидаю свои войска. И иду, значит, мочить нашего. Опа. Рано. Без горгулей там делать нечего. Видите, кто стоит? Стрелки. Вот на этот случай как раз таки мы и берем 2. Ага, он сейчас сюда полетит. Он сейчас пойдет сюда. Так. Давай. Ну, какой же ты негодяйский. Так, ладно, я что-то тороплюсь. Здесь главное не торопиться. Надо хоть какую-то защиту, танкующий летающий юнит, потому что видите, как много стрелков. Давайте мы их немного траванем. Все. Наш союзник здесь. Теперь мы можем спокойно идти, значит, кошмарить нашего противника. Ресурсы будут потихоньку копиться, это хорошо. Что мне нравится в этом наборе, ресурсы очень быстро копятся. Так. Горгулю вперед. Все. Танки, горгули. Отлично. Так, все.
Вдвоем надо атаковать. Когда вы играете 3 на 3 или 2 на 2, надо лучше совмещать свои войска и вдвоем атаковать. Если вы будете атаковать в одиночку, то у вас будут очень большие потери, вы потеряете в ресурсах. Так. Самолетиков уберем. Самолетики пока нам не надо. Самолетики против наземных вообще бесполезные существа. У них сколько там, 9 урона, но это вообще ни о чем. Смысла в этом никакого нет. Самолетики нам нужны против... вот они наши клиенты. Вот они наши клиенты. Специально на этот случай мы и берем самолетик. Видели, сколько там вообще? Очень много, очень страшно. Так, потихоньку. Да, идем. Самолетики нужны как раз таки на тот случай, чтобы прикрывать, да, значит, потому что вот такая большая армия говнюков летающих, она бы нам, конечно, подзапорола. Так, заморозка сюда, яд сюда, сразу по задней линии. Так, самолетики, не умирайте, вы нам еще нужны. Ать! Ой, все, не осталось у меня самолетиков. Так, горгули. Ну, в принципе, у меня союзник взял пироманта. Видите, как очень быстро и легко разобрался с этими бесами. Повезло. Возьмем еще 3 самолетика, возьмем еще 2 горгулии и немного, значит, этих. Опа! Так. Горгулиями сразу по задней линии. Сейчас у меня магия откатится. Специально на этот случай мы берем 2 магии, да, я уже об этом говорил. Сейчас. 2, 1. Все. Запускаем магию и убиваем всю заднюю линию. Полностью заднюю линию убиваем, потому что если мы ее не убьем, то, ну, нашим шарикам капец. Так, собираем еще войска. Разносим здесь. Отлично разносим, неплохо так у нас получается. Командная работа. Так. Ундина здесь не поможет, потому что, видите, мы комбинируем наше войско наземное плюс воздушное, да, воздушное им приходится выбирать, либо наземное контрить, либо воздушное. И то сложно им выбирать. Видите, горгули принимает на себя весь основной урон стрелков. Опа, наземка, да, если бы здесь были бы демоны, то это было бы замечательно, но вижу, что демонов у них нету. Так. Опа. Обломчик. Очень много ресов накопилось, очень много ресурсов накопилось, даже не знаю. Давайте сделаем побольше горгулей. Сделаем чисто фулл горгулей, да, как я говорил. То есть вначале можно немного поиграть артиллеристами, потом горгулями. Вот этих сейчас отправим сюда на отвлекающий маневр. Так, что нам еще надо сделать? Пока делаются гарги, сделаю еще 2 барака, чтобы это было быстрее, потому что они очень долго делаются. Давайте сделаем еще одну базу, 3-ю базу. Очень много ресурсов, а газа не хватает. Надо побольше газа. Все, и сразу сюда пушку какую-нибудь поставим. Видите, у меня уже рабочие освобождаются, надо их уже куда-то присунуть, да? Все, пока мое войско готовится, я готовлюсь помогать, значит, поддержка магии. Давай, открой его, открой. Все. Сразу, видите, неважно какие будут лучники, жирные, нежирные, 2 магии. Ой, блин, я только одну запустил. Ладно. Мисклик, да, это называется? Не повезло. Идите сюда, все сюда. Так. Орки. Так, мои отвлекающие шарики. Пока готовится огромная армия горгулей, мои отвлекающие шарики будут отвлекать. Нормально. Опа. Не фартануло, не повезло, да, у меня очень много магии. Ой-ой-ой. Ну, типа победил, да, хотя там всего лишь 4 шарика было. Так. Здесь пока разносим. Но у нас все хорошо идет, потихонечку все нормально. Так. По войску. Очень много у меня лишних рабочих. Давайте мы их сольем. Хотя нет, зачем их сливать-то? Вот, сюда. Сюда, давайте, добывайте. Работайте, рабы. А вот этих, наверное, я сейчас просто отправлю на убой. Сколько там уйдет? Одного оставлю, все. Ну и одного сюда оставлю.
И теперь будем кошмарить противника. 9 горгулей, очень сложно будет их контрировать, но вы посмотрите, да какие они жирные. По 900 хп у каждого. По 900 хп у каждого, плюс еще половина армии у врага наземные. Ничего они сделать не смогут, да? У меня 2 магии по стрелкам, так что будем бурить и добивать нашего противника. Будем чувствовать себя хорошо, прекрасно. Здесь, скорее всего, он строит какую-то базу, поэтому пойдем сюда. Пойдем в этот бок. Так, еще добавились, да, еще одна горгулья у меня добавилась. Чисто горгульи делаю. Смотрите, у меня осталось почти 4000 золота. Для чего я беру танка за золото? Да? Если бы, например, сложилась бы такая ситуация, что я бы не смог добывать газ, чтобы делать новых летающих юнитов, я бы сделал вот так вот. Очень много бы сделал бы орков, игнорируя все препятствия, игнорируя все войско своего противника. Я бы просто ходил этими орками по башням, да, по замкам врага и просто бы выносил их, чтобы побыстрее закончить катку, потому что другого способа победы нету, да, в такой ситуации. Но нам здесь чуть-чуть повезло, поэтому мы просто добиваем, просто добиваем. И чувствуем себя прекрасно, чувствуем себя прям как короли. Сколько? 11 горгулей? Попробуйте-ка такое законтрить. Ну здесь уже, да, здесь уже бесполезняк. Вот и все, победа за нами, победа. Так, давайте-ка мы сюда полетим. Давайте мы просто уже побыстрее закончим эту катку, потому что это избиение малолетних получается. Вот уже первый сдался. Ну, не то, что малолетних имелось в виду, типа у них опыта еще маловато. Хотя у них нормальная такая пачка была. Просто видите, у нас здесь и големы, и горгульи. Очень сложно такое контрировать. И тиммейты, видите, в чем прикол? Главное собрать тиммейтов. Если вы играете с рандомами, у вас почти всегда вот такая ситуация, как у наших противников будет. А если вы собираете тиммейтов, которые точно знают, как надо играть, как надо защищать свою базу, какое войско надо собирать и в каких ситуациях как себя вести, как помогать, то это лучший вариант для победы. Да, призвать... О, задание выполнено, отлично. Да, но за таких противников нам, конечно, ничего не дали. Давайте еще один бой, что-нибудь посерьезнее. Может быть, нам сейчас попадут противники посерьезнее. Потому что эти противники были такой себе слабенькие, да. Чисто закрепим материал. Так, поехали, битва, погнали. Оу. Так, а мне надо квесты выполнить пока что. Но я выполню. Давайте я хочу open box сделать. Что мне надо? Гоблин, ниндзя, голема, паладина. Да, по-быстрому я это сделать не смогу. Хотелось бы открыть этот сундук, показать вам, что мне упало. Ну ладно, в следующий раз. Ну, начинается каточка, наконец-таки. Пока я это все дело снимал, Макро мне такой пишет в личные сообщения, но я это вырезал. Типа, о, кстати, хороший канал, вот так приятно, классненько. Так, ладно, все, не отвлекаемся. О, я, блин... А, нет, нормально. Здесь это локация для раша, здесь надо рашить. Поэтому я немного изменю свою стратегию. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Если мы собираемся рашить нижнего, то я пойду сюда строить свою башню. То есть... они будут рашить наземными юнитами, это у нас будут гнолы, там собачки или еще кто-нибудь, да, а я делать пушки. Пушки, поддержка, нормально. Пока я буду делать пушки, они будут, значит, мочить их рабочих. Ну, посмотрим, надеюсь, очень быстро с этим справимся, с этой задачкой. Но нельзя забывать о нашем развитии. Нельзя никак. Потому что зарашить и меня могут. Вот в этой локации надо сразу делать 2 пушки на защиту своей базы, потому что в любой момент вот так вот тройничок соберется, вот видите, этот собак уже отправляет, этот гнолов отправляет, да, еще и я с пушками бегу, поэтому в этой локации в самом начале надо строить как минимум 2 башни, особенно если вы с краю, отмена, бежим, ай, блин, не успел, ладно, по крайней мере мы узнали, что они тоже рашат. Так, покупаю немного здесь, покупаю, так, отлично. Сразу строю. Вижу наземных много. Так, у меня есть яд. Могу ядом помочь, Яд очень хорошо помогает против рабочих. Будем убивать рабочих ядом, почему бы и нет, да? Мы от этого не потеряем.
Давай, 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 давай. И еще заморозка сверху. Все. Ни рабочих тебе, никого не это. Давай, добьешь? Ну, надеюсь, добью. Все, -1, -1. Вот в этой локации именно так надо играть. То есть сразу выносить первого, сразу всеми втроем, да, кучкой. То есть один собак, другой гнолов, третий магией хотя бы, ну, поддерживает. Все, с одним разобрались, теперь будем делать по старой отработанной схеме. Можно сделать сразу горгулей, но я пока что не буду так делать, потому что мало ли вдруг сейчас ко мне кто-нибудь придет, поэтому защита тоже нужна какая-нибудь. Так. Та-та-та-та-та. Что там у нас? Хе-хе-хе. Бедолага. 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 Не знал, что здесь можно втроем. Все, сдался, короче, он сдался. Но это все новички, новички, с новичками так бывает. Это так старички приветствуют новичков, да, типа, строй пушки в начале, иначе вот такая лажа получится у тебя. Вот и все, вот и все. Так, с одним справились, давайте-ка я буду начинать пока что кошмарить второго. Я не думаю, что они там строят пушки, это их ошибка, большая ошибка. И самолетики на всякий случай, вдруг там будут бесы. Помочь не хочешь? Не хочу. Я что, помогатор, что ли? На, хе-хе. Вот тебе моя помощь, дружище, вот тебе. А нет, здесь есть пушки, но смотрите, вот эти башни, они не видят артиллерию, поэтому против артиллеристов они бесполезны. Против артиллеристов они вообще бесполезняк. По полной бесполезняк. Так, самолетики сюда. И артиллерия. Нормальная рабочая стратегия, то есть играть воздушкой, тем более в этой локации она очень себя хорошо показывает. Да, если бы, например, ко мне бы пришла вот такая армия из гнолов и собак, но воздушка бы мне точно бы помогла, потому что я бы им дамажил, а они бы мне нет. Так, так. Магия у меня не откачана. Так, давайте поближе подъедем, поближе. Посмотрим, что тут у нас. Все, второй тоже готов. Второй готов. Делаю горгулей. Второй тоже сдался. Ну, здесь бесполезняк, да? Контрить, ну как они могут контрить, если они не знают, да, что надо там бесов сделать или самолетиков. 1-2 орка-наездника не помогает. Все, готово. Кидаю сюда магию, побыстрее отбиваем. И я все свое войско. Так, ну здесь что-то. Оу-ей-ей. Пушки. Пушками тоже очень быстро они справляются. Видите, 2 выстрела и готово. Так. Посмотрим, может быть здесь база есть. Не, базы здесь нету, все, победа. Все, победа. На этом все, дорогие друзья мои подписчики. Надеюсь, я вам смог хоть чем-то помочь. Теперь вы знаете, как играть против демонов, да. Если вас сильно бесят демоны, вы просто берете летающих юнитов, артиллерист, горгулья, самолетики и что-нибудь по своему вкусу, 2 магии атакующие, да, чтобы стрелков контрить. И все, чувствуете себя прекрасно, потому что демоны, они очень хорошо справляются с задней линией, со стрелками, а так у вас в колоде стрелков почти нету, и поэтому демоны в колоде противника становятся бесполезными против вас, да, тем более такая колода работает еще и в обычных ситуациях, даже если нет демонов, можно бурить базы, можно бурить войска, помогать своим союзникам и чувствовать себя прекрасно.